Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это обзор выходного дня. Давайте по традиции рассмотрим, что произошло с динамикой изменения сот SFTC, к чему это приведет по основным активам, по доллару, нефти, золоту, рублю и металлам. Так, друзья, давайте начнем с календарика. Здесь у нас что получается? Число активных буровых установок по данным Baker Hughes выросла на 5 штук. Идет устойчивый рост. И пока ни о каком обвале и провале нефти речи не идет. Все по нефти чинно и благородно идет наверх. То, что мы наблюдали здесь, естественная высадка, которая периодически бывает, поскольку рынок очень сильно перегрет и по нефти, и по активам, и поэтому неизбежно такие сильные коррекционные откаты. Меня другое удивляет, что в последнее время очень сильно заметна инерция. Когда начинается какой-то коррекционный откат, движение вниз на энное количество процентов, все сразу начинают бегать и кричать: все, обвал, все пропало. И также, когда потом с локального дна начинается рост, то есть масса везде, всюду информация о том, что все, мы растем, там S&P завтра будет 5, 6, 7, 8, 9 тысяч. Но на самом деле то, что происходит, это вполне естественно для растущего рынка, который пресыщен деньгами. То есть рост продолжается, периодически идет выпуск пара, высаживают пассажиров, сбрасывают рост. И такое движение на текущий момент, оно пока еще не остановилось. Первая точка, когда реально может произойти разворот очень ощутимый, с моей точки зрения, это вот где-то конец сентября текущего года. Не факт, что это будет, но это вполне может произойти. Не совсем понятна такая радостная реакция на речь Пауэлла, которая была в пятницу. Точнее, она понятна. Просто позиции закрыли и прибыль зафиксировали. Кто-то делал ставку на то, что все посыпется, и, соответственно, за счет тех сторон, которые такую ставку сделали, и был этот изумительный рост. На самом деле ничего такого позитивного не произошло. Мало того, Пауэлл все-таки сказал, что в этом году он начнет сокращать скупку активов. То есть, если анализировать то, что было сказано и сделано, никакой речи о том, что там продолжение пиршества, аукцион невиданной щедрости, здесь вообще таких намеков нету. Но и с другой стороны все продолжает идти своим чередом. Сказать, что вот все там упало и будет падать, тоже нельзя. Да, коррекционный откат имел место быть недавно, но мы с вами смотрели график S&P. Каждое 18-20 число в месяце происходит такое движение вниз. Вопрос только, сколько это продлится и не будет ли каким-то финализирующим такое движение, которое начнется 18-20 сентября. Так, друзья, сами видите, по нефти здесь никаких нюансов нету. То есть продолжается рост активных буровых, соответственно, делают ставку на то, что нефть никуда падать не будет. Тем не менее, если мы с вами смотрим изменения позиций по нефти американских спекулянтов, нонкоммерсов, я в большей степени ориентируюсь на эту характеристику, на динамику ее изменений, то мы с вами видим, что происходит значительное сокращение позиций на 25 тысяч, даже на 30 тысяч. И, соответственно, американские спекулянты делают ставку на следующую неделю, что по нефти будет либо консолидационное движение к нижней границе где-то в районе 69, либо они делают ставку на то, что проседание продолжится и, соответственно, будет тестирование 66.25 по бренту. Ситуация по нефти несколько сложная, она требует отдельного рассмотрения. Чуть позже мы ее с вами детально изучим с учетом всех факторов, которые по ней накопились. Так, друзья, далее ситуация, которая касается золота. По золоту, как мы с вами видим, спекулянты планомерно наращивают лонги. Если говорить о том, что в ближайшее время кто-то сам планирует начать сокращение стимулирующих мер, там процентные ставки увеличивать и так далее, то золото, оно либо бы в боковике держалось, либо падало бы. Поскольку такого не происходит, здесь налицо
тот факт, что в ближайшее время все-таки стимулирующие меры не прекратят, несмотря на заявление. Но ближайшие меры это ближайшие 3-4, ближайшее время это 3-4 месяца. Вот так вот берем интервал. И, соответственно, здесь для золота будет раздолье, потому что когда идет такой рост неопределенности, всевозможных страхов, геополитических рисков, это как раз та самая волшебная заводь для золота. Итак, друзья, спекулянты американские делают ставку на то, что золото на предстоящей неделе начинает свою дорогу к переписыванию исторических номинальных хаев. И предполагается, что на предстоящей неделе у нас, соответственно, по золоту будет взято значение 1864. По золоту ломается тренд движения растущий, только если будет коррекционный откат и пробитие 1800-1794. С моей точки зрения сейчас такое маловероятно, если только будет коротенький ложный пробой. Все указывает на то, что по золоту мы увидим движение наверх. Конечно, его путь будет извилист, потому что на то оно и золото, но все факторы указывают на его рост на предстоящей неделе. Ну и вот, если мы смотрим волшебный график, то мы видим, что золото начинает крылышки все-таки расправлять. И причем она делает это очень планомерно. Так, друзья, далее NASDAQ. По NASDAQ подрезали шорты. Ну, здесь как бы ситуация налицо, когда не отступает ковид, очередной его штамм, то, соответственно, здесь для хай-тека остается достаточно много места для маневра. Итак, исходя из движения по позициям SOTS FTC, предполагается, что по высокотехнологическому индексу американскому на предстоящей неделе будет боковик. Так, друзья, далее природный газ. По природному газу спекулянты активно наращивают шорты. Ну вот у меня по природному газу только одно предположение, что здесь кто-то просто встрял и он продолжает идти, ну что называется, до последнего патрона. Так, далее S&P. По S&P немножко сократили лонги с 27 тысяч до 15. На самом деле то движение, которое мы видели в пятницу, это была фиксация прибыли. И на предстоящей неделе маловероятно, что мы получим какой-то ощутимый рост по американским индексам. Ну, хотя, наверное, там какое-то движение будет, консолидация на хаях. И, возможно, все-таки будут его додавливать вверх, планомерный рост. Но здесь надо четко понимать, что вот этот рост по S&P идет, потому что те деньги, которые, ну, условно говоря, их печатают, их загружают в фондовый рынок. Поэтому видим такой рост, ну такой горбатенький, какой-то очень напряженный. Объемы постоянно снижаются, при этом чуть что, там малейший чих сразу там вниз, хоп, и слетали очень мощно. Но с другой стороны, как бы если заправляют рынок, то рынок продолжает расти. Но этот рост неустойчивый. В любой момент он может прекратиться, но для этого нужно какое-то событие, инициатор, черный лебедь. Ну и здесь опять же, если опираться на те данные, которые поступили, то на предстоящий месяц, ну где-то до конца сентября, там до 20 числа сентября, 3 недели, соответственно, должно быть более или менее спокойное время. То есть, конечно, колебания, волатильность будет, но в этот период вероятность того, что все рухнет, она не очень высока. Итак, друзья, то, что касается S&P, ну здесь на предстоящей неделе боковик, но его, наверное, немножко все-таки подтягивать наверх будут для того, чтобы вот такой вот рост уже, скажем так, через силу, чтобы он все равно поддерживался. Ну, потому что как бы давление поступающих денег, оно неукоснительно его немножко раздувает. Но уже как бы четко надо понимать, что это по сути идет консолидационное движение, которое оно как бы уже зависит просто от скорости поступления денежных знаков в виде различных форм на фондовый рынок. И как только здесь ручеек обрубается, это может быть в силу того, что сократится выкуп активов, поднимут процентные ставки, возникнет какой-то даже небольшой кризис ликвидности. Все это может привести к тому, что это очень мощно, очень сильно сдуется в момент.
Но текущая ситуация, с моей точки зрения, ну как и вообще фондовый рынок, предрасполагает к тому, чтобы действовать ситуативно. То есть никаких таких вот догматов сказать, что вот там оно там 23 сентября в 15:30 на открытии Америки упадет. Ну, такого нету. Здесь система, она гибкая, она многофакторная. И все методики, все взгляды с точки зрения технического анализа, они дают полноценный инструментарий для анализа. Но надо четко понимать, что все инструменты технического анализа, которые используются, я имею в виду технический анализ, а не индикаторы, они, как правило, основаны на каких-то закономерностях и на каких-то процессах, которые происходят, но они не могут учитывать всего. Именно поэтому те же и свечные модели, и фигуры графического анализа, и различные накопления и распределения, они не всегда срабатывают с вероятностью 100%. Именно из-за того, что рынок сам по себе многофакторная система, и периодически какие-то факторы, которые учитываются в одной закономерности, они начинают вылезать, потому что они не в полном объеме учитывались в других закономерностях. То есть, грубо говоря, вы, допустим, начинаете, если кто-то занимался физикой, изучал, то на определенных скоростях сопротивление среды носит ламинарный характер, а начиная с какой-то скорости турбулентной, с завихрениями. Ну и, соответственно, любая система, любая закономерность, она работает только в каком-то доверительном диапазоне. Я это говорю не к тому, что рынок невозможно понять. Его можно и нужно понять и прогнозировать, что на нем происходит и какие процессы и движения в ближайшее время произойдут. Я говорю к тому, что на самом деле это система, которая постоянно меняется, и подобно стреле, выпущенной из лука, находящейся под воздействием ветра, она немножко видоизменяет траекторию. Опытный лучник отличается от неопытного тем, что он, помазав слюней палец и посмотрев направление ветра, может таким образом выпустить стрелу, что она учтет и направление ветра, и его изменения в течение полета, и стрела все равно попадет в цель. Так, возвращаясь к серебру. По серебру идет небольшой рост лонговых позиций, но на самом деле в серебре накопился потенциал движения и сжатая пружина, которая, с моей точки зрения, пока еще не полностью себя отработала. И поэтому на предстоящей неделе весьма вероятно мы увидим очень много возможностей движения как по золоту, так и по серебру. Так, друзья, идет рост лонгов по канадскому доллару. Это известная нефтяная валюта, так же как и российский рубль, только она более диверсифицирована, более совершенная. По японской иене нарастили шорты. По российскому рублю верят в российский рубль. В российский рубль верят. Он выше 10 тысяч лонгов. И, соответственно, эта ситуация никаким образом негативно не изменяется. Но это, в общем-то, еще одно из оснований, почему рубль так устойчиво себя чувствует. Потому что в него верят, он для чего-то нужен западным игрокам. Никто его не отпускает и не играет против него. В отличие, например, от евро. Потому что евро сдувается. Вроде бы до этого пошел набор лонгов, и сейчас опять эти лонги выпустили. То есть по евро либо боковик на предстоящей неделе, либо по евро мы увидим попытку движения вниз. А вот по рублю здесь, конечно, исходя из такой динамики изменений СОТ СФТС, можно предположить, что рубль будет укрепляться, но налоговый период закончился. Помимо всего прочего, огромное количество денег перед выборами будет выплачено. Соответственно, расходование рублевой массы требует ее восстановления. Для того, чтобы ее восстановить, надо откуда-то ее взять. Кроме того, ее выплескивается достаточно большое количество. И естественное средство борьбы с этим – это сделать так, чтобы она стала подешевле. Поэтому на сентябрь есть масса факторов, которые играют против рубля, но платежные балансы, цены на нефть играют на стороне рубля. Ну и на предстоящей неделе, судя по динамике изменений СОТ СФТС, что американские спекулянты свято верят в рубль, по крайней мере сейчас, можно сделать вывод, что никто не ждет
каких-то провальных движений на ослабление рубля. Ну, рубль-доллар мы фактически онлайн с вами смотрим, чтобы понимать, что происходит, и успевать принимать решения, покупать, продавать. Поэтому здесь этот вопрос, он требует пристального внимания постоянного. Ну а пока берем на карандаш, что на предстоящей неделе против рубля американские капиталисты не играют. Так, друзья, ну вот по меди пошло снижение лонговых позиций, и здесь, соответственно, на текущий момент получается нет такой четкой ставки на восстановление мировой экономики. Медь, помимо всего прочего, это четкий индикатор на то, что какие-то процессы начинают затухать, потому что медь — это производство всего, что связано с электрикой и электроникой. Так, друзья, ну и вот палладий тоже сдувается. Палладий — это все-таки, несмотря на то, что его считают благородным металлом, на самом деле это в чистом виде редкий, дорогой технический металл, который нужен для химического катализа и нужен для производства автомобилей. Поэтому здесь как бы налицо, что с промышленным производством в ближайшее время что-то, скорее всего, будет какая-то разбалансировка. Но уже сейчас из-за нехватки полупроводников многие автогиганты и Toyota, и немецкие концерны, они уже значительно сократили, будут сокращать работников, и будет падение выпуска автомобилей. Так, друзья, ну вот смотрите, по платине ситуация несколько иная, по ней идет увеличение лонгов, соответственно, американские спекулянты делают ставку на то, что платина на предстоящей неделе будет расти. Но платина, она несколько особняком от палладия стоит, потому что, несмотря на очень большую близость их физико-химических свойств, фактически они отличаются только плотностью, массой, ну и тем, что палладий у него большее сродство к водороду, чем у платины. Во всем остальном они практически и физически, и химически эквиваленты, но только палладий он мягонький, платина она достаточно твердая и тяжелая. Ну, здесь на самом деле, в общем-то, ситуация, когда палладий может проседать, а платина может расти, она, скажем так, сакраментальная, и она рано или поздно должна наступить. Ну, потому что то, что одинаковое, оно не может стоить там во сколько, в 2 раза дороже одно от другого. То есть между ними спред этот должен сократиться. Какой-то момент наступит, он либо постепенно будет сокращаться, либо там что-то произойдет такое, из-за чего он просто схлопнется в момент. Но на текущий момент, на текущее время, то есть то, что происходит в платине, рост лонгов, это указывает на то, что фактически сейчас ситуация несколько накаляется и делают ставку на safe haven золото, серебро, платина. Ну, палладий он особый. Ну и, кстати, движение в меди, оно целиком эту ситуацию подтверждает. А нефть, кстати, тоже достаточно существенно потеряла лонги. Это к вопросу об эйфории, о том, что дальнейший банкет продолжается. Но он может продолжаться, но он будет, во-первых, с высадками, во-вторых, как бы все индикаторы указывают на то, что ну как бы он может и не продолжиться. Так, друзья, далее британский фунт, по нему спрашивали, здесь идет значительное сокращение лонгов. То есть британский фунт не верят. Получается, здесь аж из положительной зоны перешли в отрицательную, в шортовую. То есть здесь движение достаточно мощно идет, ставка против фунта. Так, ну про евро мы говорили, но здесь смотрите, здесь вот была попытка выкарабкаться, но эта попытка пока ни к чему не привела. Ну если смотреть график, то здесь как бы получается голова и плечи с достаточно хорошим потенциалом движения вниз. Ну евро-доллар это несколько особый такой инструмент, он работает очень своеобразно в силу ряда причин. Вот, поэтому мы его чуть-чуть попозже на графике посмотрим. Так, ну вот индекс доллара, по нему немножко спекулянты нарастили лонги, то есть все-таки идет ставка на то, что доллар будет крепчать. Так, друзья, ну вроде с сотами и с FTC мы разобрались, давайте посмотрим, что тут у нас намечается по позициям форсам МВБ. Итак, на понедельник на утро по фьючерсу на индекс РТС, здесь ставка на то, что будет продолжаться рост. Ну смотрите, здесь же идеология следующая. Ну не идеология, это нехорошее слово, давайте его не будем употреблять. Скажем так, концепция или тенденция, или выявленная закономерность поведения,
который заключается в том, что позиции по сути с FTC при определенных корректировках и оговорках, они работают в течение либо всей недели следующей, либо в течение половины недели, в то время как то, что касается фьючерсов ММВБ, оно носит краткосрочный характер, и эти идеи отрабатываются либо сразу в начале дня, либо в течение дня. Но и опять же, не всегда юридические лица оказываются правы, очень часто их опрокидывает. Хотя в целом закономерность, вероятность того, что они оказываются правы, она более 2/3. Итак, юрики здесь делают ставку на то, что фьючерс на индекс РТС, по крайней мере с утра, сходит наверх. Так, а вот по акциям Сбербанка ставка на то, что они будут проседать. Газпром здесь тоже ставка на коррекционный откат. Ну, Газпром мы чуть попозже отдельно посмотрим, тогда, наверное, уже перед открытием в понедельник. Так, друзья, рубль-доллар, но здесь сами видите, ситуация такая, что делают ставку на рост доллара против рубля, причем очень такую ощутимую ставку. Евро-рубль здесь вообще просто сбор гидрозина на полет евро против рубля. Так, евро-доллар, но здесь, как обычно, бормотуха невнятная. Так, нефть. А вот по нефти, смотрите, парадоксальный момент. Здесь по нефти делают ставку на то, что нефть будет расти. Ну, достаточно странная закономерность нефти расти, при этом ставка на снижение рубля против валют. Но на самом деле ничего здесь странного нету. Почему? Потому что рубль укрепился на фоне фиксации позиций в пятницу. Налоговый период закончился. Фактор достаточно более или менее дорогой нефти, он оказывает влияние на рубль уже и так давно. Идет масса выплат перед выборами рублевых. И пенсионерам, и военным, и детям, и так далее. Всем помочь. Это хорошо, но рублевая масса растет, и на рубль это так или иначе давить будет. Потому что, когда просто вот начинает расти количество денег без надлежащего возрастания товаров и услуг, что бы ни говорили, как бы ни крутили, это приводит к тому, что стоимость денег начинает проседать. Так, друзья, наши окаянные юрики делают ставку на то, что золото будет расти в понедельник с утра. И соты всецело согласны с тем, что вся неделя она будет благоволить золоту, а также серебру и, возможно, платине. Так, вот по серебру здесь неявная такая ставочка. По серебру делают ставку на то, что будет боковик. Так, друзья, ну, в общем-то, это все основные моменты. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. По мере возможности я здесь даю информацию касательно сделок, которые представляют интерес. Ну и в основном его использую как уведомление для YouTube, потому что не всегда, к сожалению, выходят уведомления. Я не знаю, что здесь, в чем здесь причина, но вот Телеграм-канал выступает как подспорье YouTube канала. Так, друзья, ну в общем-то все, хороших выходных, счастливо.